прошлых экспериментах в качестве высоковольтного источника мы использовали ZVS-драйвер. В этом эксперименте мы будем использовать модуль на микросхеме TL494. Драйвер TS4420 в качестве высоковольтной катушки TDKS. Прерывать будем универсальным модулем на таймере NE555. В первом эксперименте мы будем прерывать данный модуль по минусу и по плюсу питания. Во втором эксперименте мы будем прерывать плюс катушки через реле. И в третьем эксперименте мы сделаем прерывание данного модуля через секретный проводок. Схема подключения. Высокочастотный генератор, частота 40 кГц, ТДКС, разрядник, катушка, индикатор потужности, индикатор статики и модуль прерывания. Минус питания модуля включен в разрыв через транзистор. Видим достаточно сильный статический эффект, гораздо сильнее, чем в эксперименте с ZVS-драйвером. Скважность импульсов приблизительно 25%. Теперь включаем плюс питания в разрыв через реле. Видим, что статический эффект такой же, как и в прерывании по минусу. Оно и понятно. Какая разница, каким проводом прерывать питание модуля, плюсовым или минусовым? Теперь у нас высокочастотный модуль работает постоянно, прерывается питание ТДКС через реле.
Берем сигнал напрямую с микросхемы и подключаем его к секретному проводку. Секретный проводок подключен к третьей ножке микросхемы. Подведем итог. В данной серии экспериментов мы видим, что прерывание генераторного модуля дает в разы мощнее эффект, нежели прерывание ЗВС драйвера. Связано это с тем, что принцип работы ЗВС драйвера основан на резонансе в первичной обмотке, в результате которого формируется синусоидальный сигнал, который передается во вторичную высоковольтную обмотку. Здесь же прямоугольные импульсы с крутыми фронтами, которые также передаются во вторичную обмотку, где и формируются короткие высоковольтные импульсы. В результате этого мы имеем более сильный статический эффект. А что вы об этом думаете, пишите в комментариях.